Уважаемые русскоговорящие Диерс, буквально 30 секунд мы вас отнимем и хотим обратиться к англоговорящим, испаноговорящим и итальяноговорящим Диерс. Estimados Diers hispanohablantes, quisiéramos que ustedes fueran pacientes. Vamos a añadir los subtítulos para el video, pero con un pequeño retraso. Muchas gracias por su atención. Dears, we ask you to be patient. Soon we will definitely upload the subtitles to this video and others in Spanish, in English and in Italian. Thank you. Здравствуйте! Мы рады приветствовать на нашем канале всех желающих узнать из первых уст новости о евразийском фан-клубе Димаша Кудайберген и о самом Димаше. И в первую очередь сегодня мы хотели бы поблагодарить всех наших зрителей и комментаторов за поддержку. Спасибо вам большое, нам очень приятно, мы действительно читаем все комментарии. Прошедшая неделя добавила несколько ярких страниц в дневник насыщенной фанатской жизни. Мы не собираемся отправлять эти данные в архив и хотим поделиться этими замечательными моментами с вами. Сегодня мы начнем с анонса новостей. Мы ответим на такие вопросы, как: будут ли новые выступления с Игорем Крутым? Отправится ли Димаш на Евровидение? Достижения, голосование, рейтинги? Фильм о фильме. События года, концертный тур Арнау. Скидки и приятные сюрпризы для неторопливых Диерс. Итак, начнем. Как мы уже говорили, 30 января – это особенный день для всех Диерс. Нам исполнилось 3 года. На днях в столице Казахстана, в честь дня рождения фандома, состоялась встреча казахстанских Диерс. Мероприятие прошло в одноименном ресторане, открытом в прошлом году в Нур-Султане. В этой встрече принимали участие члены Евразийского фан-клуба, также к ним присоединилась мама Димаша Светлана Айтбаева. Мы верим, что отмечать этот день добрыми делами так и останется доброй традицией в нашей большой семье Диерс. А сейчас мы расскажем про новые достижения нашего кумира в различных рейтингах, которые порадовали Диерс на прошлой неделе. Во-первых, исполнение кроссовера New Drunken Beauty плюс Diva Dance в исполнении Димаша и Ли Югана, которое произвело неизгладимое впечатление не только на поклонников творчества Димаша. Даже официальный аккаунт Weibo Variety Show опубликовал рейтинг популярности песен, которые транслировались в течение празднования Нового года. Дуэт Димаша и Ли Югана вошел в 4 лучших, набрав 129 тысяч голосов, что, впрочем, нас не очень и удивило. Да, но очень сильно обрадовало. Китайские Диерс действительно очень помогают Димашу в достижении новых музыкальных высот, и мы им за это очень благодарны. И он отвечает им тем же. Чего только стоит пост Димаша на Weibo «Берегите себя». Мы присоединяемся к этой просьбе и от всей души желаем нашим китайским Диерс, нашим китайским друзьям только хорошего здоровья и светлого будущего впереди. Следующее достижение, в которое внесли неощутимый вклад наши фанаты, это борьба за голосование «Лучший сингл 2019 года». Да, голосование проходило на сайте портала MuseCube «Территория творческой свободы». Бесспорным лидером там стала песня Димаша «Знай», а также песня, открывшая Димаша для многих российских слушателей «Любовь у старших лебедей», заняла там 3-е место. Но и это еще не все. Мы же обещали, что хороших новостей будет много. Димаш стал одним из 5 претендентов на звание лауреата в номинации «Самый модный певец» в международной премии Most Fashionable Awards 2019. Это ежегодный проект World Beauty Congress, объединяющий страны Евразийского региона и всего мира. И, внимание, всем неравнодушным Диерс, которые хотели бы поддержать Димаша, голосование продлится до 15 февраля. Вы еще успеваете проголосовать. Переходите по ссылке. Также медиацентр Евразийского фан-клуба хотел бы познакомить вас с эксклюзивным фильмом о фильме, в котором собраны самые интересные моменты работы над шоу маэстро Игоря Крутого, его юбилейным шоу, состоявшимся 3 ноября 2019 года. На данный момент медиацентр Евразийского фан-клуба выпустил уже 10 эпизодов. В первом выпуске в Instagram Dimash Media World появилась серия репетиций Димаша, Аиды Гарифуллиной и Лары Фабиан.
Очень непросто петь дуэтом, когда необходимо соотносить все свои действия с партнером. А еще сложнее выступать в трио, особенно когда у тебя две прекрасные партнерши, каждой из которых нужно уделить внимание и звучать всем вместе очень слаженно. На репетиции все моменты отрабатываются очень тщательно, чтобы в итоге зритель на концерте увидел самое гармоничное признание Тиамо Коси. Также на этой неделе поклонников творчества Димаша порадовали разные передачи на телевизионных каналах, в которых не только упоминается его имя, но и раскрываются некоторые подробности творческой деятельности. Вниманию Дирс был представлен фрагмент передачи «Однажды» на телеканале НТВ, посвященный юбилею Игоря Яковлевича Крутого. Также на своем YouTube-канале Игорь Яковлевич разместил фильм о прошедшем юбилейном туре «В жизни раз бывает 65», который с большим удовольствием Дирс пересмотрели несколько раз в надежде снова окунуться в выступление Димаша, начиная от выступления в Сочи до Нью-Йорка. Кстати говоря, о сотрудничестве с Игорем Яковлевичем мы получили очень интересный комментарий здесь в YouTube под видео, который касается предстоящего выступления Димаша в Алмате. Мы спешим поделиться важной информацией. В Алмате действительно будет юбилейный концерт Игоря Яковлевича Крутого 18 апреля, о чем он уведомил нас в своем инстаграме. И там действительно выступит Димаш. Одно из самых важных событий, которого ждут все без исключения Дирс, это, конечно же, открытие концертного тура Арнау Димаша 2020. Почему без исключения? Потому что вне зависимости от того, попадут ли некоторые Дирс на концерт или нет, они все равно с нетерпением будут ждать фанкамов и вести отсчет до первого сольного концерта 16 февраля в городе Краснодар. В этот день, как мы уже отметили в предыдущем выпуске, состоится первый концерт тура 2020 года в городе Краснодар. У нас уже есть сюрприз для Дирс, которые собираются посетить данный концерт, но еще не успели приобрести билет. При покупке билетов онлайн на концерт Димаша на сайте icetickets.ru вам необходимо определить понравившиеся места и ввести промокод после выбора способа оплаты электронного билета. Промокод DIMASH1602. В этом случае вы приобретете билет со скидкой, внимание, целых 25%. А следом за концертом в Краснодаре 20 февраля планируется концерт в городе Казань. Дирс из Казани очень ответственно подошли к встрече гостей из других стран и городов. На запланированной припати ожидается множество сюрпризов. Розыгрыш парфюма. Ни один дорогой не останется без подарка. Даже Димаш. Помимо этого, при покупке билетов онлайн на концерт Димаша на сайте iCtickets вам необходимо определить понравившиеся места и ввести промокод после выбора способа оплаты электронный билет. Казань, Димаш 2302. Подробности встречи пока останутся сюрпризом. Ведь кто не любит приятные сюрпризы? Дружеская встреча перед концертом состоится в банкетном зале уютного кафе «Харияк», который находится по адресу город Казань, улица Горького, дом 6. Концерт пройдет в Казанском ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена». Добраться до дворца Татнефть-Арена можно несколькими способами, которые вы сейчас видите на своем экране. Что касается проживания, дорогие приготовили несколько рекомендаций для вашего удобства. Количество мест на припати ограничено, предполагается около 60 человек. А Екатеринбург также не отстает от Казани. Екатеринбургские Дирс подготовили свой макет значка и баннера, который приятно удивит гостей. Дорогие тоже не оставят без внимания самого Димаша. Все эти и другие сюрпризы они раскроют на дружеской встрече в кафе. А один из этих сюрпризов мы раскроем вам прямо сейчас. При покупке онлайн билетов на концерт Димаша на сайте icetickets.ru вам необходимо определить понравившееся место и ввести промокод после выбора способа оплаты Димаш 2302. Для встречи и знакомства членов ЕФК дорогие подготовили теплую встречу в день концерта с 12 до 16:00. В программе общение, конкурсы, любимые песни и, конечно же, вкусный обед.
Также Диерс подготовили трансфер на комфортабельном автобусе до концертного зала и обратно до кафе после окончания концерта. Там есть метро и автобусные остановки. При необходимости Диерс Екатеринбурга могут оказать помощь с бюджетным размещением. Вы можете обратиться по этому вопросу к Анне или к Алле. В феврале в Екатеринбурге может быть достаточно холодно, температура может доходить до минус 20 градусов, поэтому мы рекомендуем всем Диерс взять с собой теплые вещи. Концерт пройдет в выставочном центре Екатеринбург-Экспо. Этот зал находится далеко за городом, и, внимание, общественный транспорт туда не ходит, поэтому наши дорогие предлагают альтернативные варианты, по которым можно туда добраться. Саш, так как же удобнее всего добраться до Конгресс-холла самостоятельно? Наиболее удобными вариантами являются личный автомобиль или такси, или же специальный автобус. Во время проведения мероприятий организуются специальные автобусные рейсы по маршруту станции метро «Ботаническая», Екатеринбург-Экспо. Московское отделение Евразийского фан-клуба также приглашает гостей на традиционную припати, которая состоится 9 марта перед концертом Димаша. Припати пройдет в очень красивом ресторане, где вас ждут вкусная еда, компания единомышленников, фирменный юмор и сувениры от Moscow Diers. Билеты можно приобрести по ссылке в описании профиля. Как же готовится Москва к приезду Димаша? Во-первых, город преобразился за счет многочисленных афиш с изображением любимого артиста, которые в плохую погоду отлично поднимают настроение москвичам, а также гостям столицы. Мы так соскучились, что некоторые из нас даже на работе не могут перестать слушать дорогой сердцу голос. Мы известили Министерство иностранных дел о скором прибытии зарубежных гостей и подготовили надежную охрану для Диерс, которые пожалуют к нам в гости. Обновили гардероб к весеннему сезону, а еще подготовили дорогим запасные сердца на случай, если в их собственных случится переизбыток чувств. В общем, мы очень вас ждем. Приезжайте! Эта неделя для многочисленной семьи Диерс прошла под знаком ожидания. После насыщенной и яркой фанатской жизни в последние месяцы минувшего года, наполненной важными событиями в жизни Димаша и Диерс, концертами, проектами и песнями, мы неожиданно погрузились в дни тишины. Дни, когда наш любимый артист посвятил себя семье, друзьям, творчеству и учебе, а также встречам с интересными и уважаемыми людьми. Да, именно такая встреча состоялась у Димаша с Шахимарданом Абиловым в Казахском национальном университете искусств. Шахимардан Кайдарович – это оперный певец и педагог, заслуженный артист и заслуженный работник образования Республики Казахстан, солист Казахского государственного академического театра, оперы и балета имени Абая, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Это была встреча двух людей, увлеченных любимым делом, отдающих все силы, время и талант музыке. Мы думаем, им было о чем поговорить. Или, кто знает, может, эта встреча станет началом совместного проекта, нового дела или просто глубокого взаимного уважения. Очень сильно ждали хотя бы какой-нибудь пост со страницы Димаша, и вот он наконец появился. Да, Димаш действительно вышел, так сказать, в сеть и развеял все сомнения Диерс по поводу своего участия или неучастия в конкурсе Евровидения. Димаш сообщил, что он не собирается принимать участие в этом конкурсе в качестве участника, по крайней мере, но может выступить там как гость, если поступит такое предложение. И в любом случае, даже если бы Димаш участвовал в этом конкурсе, он бы представлял только свою родную страну, Казахстан. Кстати, а вы уже послушали отрывок из саундтрека к фильму Creators of the Past, который Димаш выложил в своем официальном инстаграме? Нам очень понравилось. И мы не можем оторваться. Да, релиз состоится совсем скоро, не пропустите. Эта неделя прошла под знаком добрых дел Диерс. Для рубрики «Цитата недели» мы выбрали слова Виктора Гюго: «Во внутреннем мире человека доброта – это солнце».
Тем более, что они так хорошо соответствуют настрою и убеждениям нашего любимого артиста. Надеемся, что вам был интересен наш обзор. Это наш второй опыт. Не судите строго. Всем спасибо, всем пока. Все. Началось. Давай, Саша. Мы будем учить текст лучше. Вот это вот все. Там же была в скобочках нет. Давай. Все. Готово? Нет. Да что ж такое? Мы закончим сегодня. Нет. Неужели Димаш направился на Евровидение? Вот так пешочком пошел. Также медиацентр Евразийский. В прошлый раз тележечка, в этот раз кофейный аппарат. Знаешь, что машина? Что, в следующий раз, девочки, в аэропорт поедем? Просто на взлетный посадок. Или лучше в метрополитене между поездами. Ну, в поезд просто сесть и ехать на кольцевой. Наргиз, надо мне камеру. У меня не завернулся, у меня отвалилась пимпочка. Hello. Таджахал. Зибаси. Эта неделя для всей многочисленной семьи Дерс прошла под чем? Под знаком чем? Почему она прошла? Я знаете, сейчас почувствовала себя Димашем, который что-то говорил на камеру. Что? Помните? Нет. По-китайски он что-то говорил на видео, ему там, говорит, даже картинка с этого вырезана. Ему там говорили, типа, он повторял для видео. И потом там что-то она такая говорит, там, типа, what? Да.